Здравствуйте. Судя по тому, что лежит у меня на столе, я все-таки сделал свой первый какой-то кошелечек в своей жизни и вообще вот в этом своем хобби кожевническом. И судя по тому, что я снимаю это видео, я все-таки решил, наверное, что буду продолжать заниматься этим делом. Мне это хобби понравилось. Я получил, можно сказать, удовольствие, ну хотя не без нервов, конечно же. Но, тем не менее, что-то у меня да получилось. Получился у меня вот такой кошелечек. Я, наверное, там в видео пущу. Я сам процесс на видео не снимал. Делал только во время того, как я этим занимался, как шил этот кошелек, делал какие-то фотографии. Поэтому, наверное, просто или наложу на это видео, или отдельно запущу фото какой-то ряд, там несколько фотографий с какими-то главными этапами, как я этот кошелек шил. Это видео снимаю не для того, чтобы просто похвастаться, а для того, чтобы показать, я хотел этим видео показать, что, во-первых, это возможно, что человек, который никогда не занимался чем-то подобным, может что-то такое сделать. Не говорю, что это шедевр. Нет, абсолютно нет. Здесь миллион косяков, ошибок. И это смешная вещь, наверное, судя с теми шедеврами, которыми есть на YouTube, на интернете. Но, тем не менее, это что-то такое, что, да, можно носить у себя в кармане какой-то такой карт-холдер. И не совсем это уж и так стыдно. И это видео снимаю для того, чтобы показать, что с минимумом инструмента возможно начать заниматься кожевническим делом. Я сейчас покажу именно все те вещи, инструменты, которые мне потребовалось для того, чтобы вот такой кошелек в течение 3 часов сшить. Никогда не занимался. Вот на этот кошелечек, на этот карт-холдер у меня ушло 3 часа. Ну, не считая времени поиска каких-то шаблонов, каких-то паттернов, которые можно скачать на интернете. Куча ребят, которые снимают видео, и наших, и зарубежных. И они прикладывают к видео шаблоны, которые можно скачать, распечатать и сделать что-то подобное. Поэтому, естественно, первое, с чего я начал, это с того, что скачал вот этого господина шаблон, распечатал его, проклеил его скотчем, наклеил его на кожу и вырезал все эти элементы этого карт-холдера. Значит, что мне потребовалось? Бумага, принтер какой-то лазерный, правильно распечатать, чтобы это все было в масштабе. Скотч, естественно, кожа, на которую это все наклеивается, из которой будет сделано. Я в прошлом видео говорил, что это не самая, наверное, лучшая кожа. Она такая довольно мягкая, но тем не менее, ну так довольно прикольно получилось. Очень приятная на ощупь, очень такой вот хорошенькая получается кожа. Потом, естественно, приклеив скотчем шаблоны, я сделал. Скажу так, этот набор я покупал здесь в Чехии, и он не совсем хороший. Я не могу использовать вот этот, сколько там, 6 шипов. Потому что, проверяйте сразу, они могут не совпадать. Что случилось и что случилось и у меня, они просто-напросто не совпадают. Размеры вот этого 6-шипового пробойника не совпадают, допустим, с 4 или с 2 шипами. Вот 4 и 2 совпадают, ну и 1 это естественно совпадает. Поэтому все отверстия я пробивал именно без этого 6-шипового, его отложил в сторону. А вот этими вот всеми 3, 4, 2 и 1. Вот этими пробойниками я пробивал отверстия. Потом, что мне потребовалось? Естественно, кожу нужно вырезать. Для работы с кожей я использовал для вырезания 2 линейки, обычные металлические линейки.
маленькая, сантиметров 30 и 15 сантиметров. Шило обводить мне не потребовалось, потому что я вырезал по шаблонам. Там несколько есть технологий, как делается. Можно сначала обвести более твердый картон, шаблон, потом пробиваешь. А я наклеил, и поэтому я вырезал уже скальпелем и ножом. Вот этим ножом я вырезал. И, в принципе, наверное, все. Вот эти два ножа я использовал для вырезания скальпеля, вот этот нож. На самом деле ни тот, ни другой мне не очень понравилось с ними работать. Поэтому я себе, так как я буду продолжать им заниматься, я заказал себе ножик, такой, который, мне кажется, вот я по видео многие его хвалят. Я думаю, он придет, я вам покажу его. Он довольно интересный, правильно удобно должно быть с ним работать. Значит, ножи, шило, оно не сильно пригодилось, но несколько там каких-то точек я этим инструментом делал. Потом, вот такой кромкорез, да, надо было обработать кромку, но, к сожалению, этот кромкорез, который я покупал здесь в Чехии, он очень тупой, я попробовал поправить, ну или кожа еще не совсем хорошая, так мягкая. Короче говоря, он мне не понравился, как он режет, поэтому я себе заказал кромкорез тоже другой, немножко подороже. Заказал в Китае, все на Алиэкспрессе, придет, покажу, попробуем его. Потом использовал, естественно, для обработки краев сликер. Ну, в принципе, удобная вещь, хорошая, он свою работу выполняет, края заглаживает. Хотя вот эти края, которые у меня здесь, они очень плохо обработаны. Я знаю проблему, знаю, что это можно намного лучше и знаю, как сделать прямо сейчас это, но делать специально не буду. Пускай этот кошелечек останется таким, как он есть, именно в таком вот, ну, первозданном виде мной. Это первый кошелек, пускай будет эти огрехи. Значит, сликер. Естественно, для обработки краев я использовал токанолы. Это вещество, гель, который используется для пропитки кожи. Я пропитывал еще и внутренние части этого карт-холдера и, естественно, грани. Потом для склейки деталей между собой я использовал клей. Это что-то, ну, практически пахнет так же, выглядит так же, значит, можно называть его клеем Момент. Наш сам советский еще какой-то такого же типа контактный клей. Работает хорошо, но пахнет, я не токсикоман, поэтому оно приятно пахнет, но все равно. Я заказал уже и получил другой клей на водной основе. Экостик, его все хвалят. Intercom Adhesive Water Based. Значит, клей, который практически без запаха, что-то похоже очень на ПВА, но тоже контактный. То есть я его заказал, буду использовать, скорее всего, тот и тот, но посмотрим, что будет лучше использовать. Потом, естественно, когда прошивал, потребовались нитки. Нитки я показывал, это вощеные нитки, тоже какой-то самый дешевый просто купил, по цвету более или менее проходящие. И края я обработал двумя способами. Первый способ, когда нитки выходят где-то снаружи, здесь вот на наружной стороне, внутренней стороне кошелька, но наружной кожи, и прижег их, и мне это не нравится, оно цепляется, оно острое, может быть, можно каким-то лучшим способом там пригладить, пока не пробовал, но оставлю так. А вот на другой стороне я эти нитки обработал при помощи советского прибора, наверное, советский, не знаю, может российский. Сделано в России, значит, российский. Значит, это обычный выжигатель. Нашел где-то в своих закромах, который просто я завел нитку вовнутрь кошелька, обрезал и прижег его этим выжигателем. Получилось более красиво, более удобно и, наверное, буду использовать этот способ. Мне он больше понравился. Ну, естественно, зажигалка была нужна. Для прошивки также я использовал иголки. И что там еще? Да, вот еще один скальпель, который я использовал. У меня набор скальпелей есть. Какой-то давно покупал. Там китайский. Что-то здесь такое лезвие. Там не знаю. Ну, мне не нравится. Он болтается. Он неудобно режет. Ну, использовал его. Пока пробовал. Поэтому как бы из опыта теперь буду что-то другое. Просто брусочек с наждачкой обработал грани. Теперь опять же я купил получше такие вот брусочки. Еще сделаю себе маленькую такую как пилку для ногтей. Но с наждачкой наклею. Что-то будет. Ну вот в этот раз использовал такой брусочек.
Ну и для уборки использовал щеточку стола. Потом еще было две вещи. Это пробивать вот такая вот доска. Это доска из Икеи, обычная пластиковая доска. Я как бы шуметь тут не боюсь, могу шуметь сколько хочу, поэтому я пока еще не придумал систему звукогашения, какую-нибудь там мраморную плитку, демпфирующие подложки, какую-то доску более толстую, чтобы поглощала и звуки. Но мне этого вполне достаточно. Свою работу она сделала шикарно, на ней все отлично получилось пробить. Ну и пробовал, так как у меня шорника нету, это такой типа тисков, которые держат изделие, когда ты его прошиваешь, я использовал такие вот тиски. Да, взял в бумагой, обложил это все в бумаге, кошелечку попробовал в этих тисках. Ну, это, конечно, бестолковое занятие, но тем не менее просто попробовал, почему бы нет. Потом пробовал шить в руками. И, в принципе, да неплохо получилось. И в руках можно шить, хотя неудобно, конечно. Может быть, шорник я себе просто сам сделаю, покупать не буду. Он, опять же, с деревом я люблю возиться, поэтому лучше сделаю сам. Ну а так изделие получилось вот такое вот. Маленький, самый простейший карт-холдер, в который влазит 4 каких-то карточки. Любых там, ну что угодно сюда можно, какие-то. Я просто как образцы какие-то положил. Вот. Неплохой. В принципе, изделие получилось неплохо, кроме этих краев, естественно. А так, мне понравилось. Короче говоря, заниматься кожевенческим делом мне понравилось. Это интересное занятие. Приятно проводишь время, как что-то делая руками. Поэтому дерзайте, господа, кому какие-то вопросы, если будут. Вдруг кто-то все-таки наткнется на это видео, задавайте вопросы. Постараюсь на них ответить. Это просто мое изделие первое. Надеюсь, что не последнее. Потому что, а что надеюсь? Я уже заказал кожу. Немножко уже получу. Получу образцы кожи какой-то. Это кожа Crazy Horse. По-моему, 1,5 миллиметра толщиной. Пулап, как ее называют и так далее. Ну, что-то попробую, не знаю еще. Может быть, какое-то изделие еще придумаю, тоже не сильно сложное. Из этой кожи попробую сделать. Надеюсь, получится. Так что, господа, дерзайте, пробуйте, оно получится, обязательно получится. У того, кто хочет, всегда все получится. Ну и как я уже говорил, если будут какие-то вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить. Всего доброго, всем спасибо, до свидания.